Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня поговорим о игре Plant vs Undead, и Петруха, здорово. Здорово, Кирилл, зрители, привет, спасибо за ваши лайки и комментарии. Да, надвигается фарминг мод, да, 1 августа стартует закрытый бета-тест тех, кто попал в whitelist. Первые 7 дней они будут тестировать, и 7 августа будет открытый бета-тест, фарминг стартует. Можно будет что-то уже в этой игре заработать. Даже фри-то-плейщикам, и у кого нет земли, у кого есть земля, у кого есть растения. Попытаемся вам сейчас поподробнее рассказать. Ну, кстати, почти фри-то-плейщикам, потому что минимальный вход будет 5 ПВУ. На текущий курс ПВУ стоит 15 нас долларов, то есть умножайте на 5. Ну, как, естественно, будет там спустя неделю, непонятно. Может быть, токен вырастет, может быть, нет. Это уже, конечно, прогнозировать мы не будем. Но рост, как вы видите, очень высокий. И даже посмотреть, то есть каждый день поднимается и здесь продажи. К слову, кто интересовался именно про школяршипы, как в Аксях, разработчики сделали просто минимальный вход, именно намного-намного меньше, и, соответственно, школяршипов тут не будет в игре, но каждый может уже спокойно тоже начать фармить именно после вот этой фазы закрытого бета-теста. Так, про что расскажем? Про земли, да, давай, наверное, расскажем вообще, в чем смысл, что дает какие-то из них, ну, чтобы примерно понимать, что и как. Да, то есть основное правило: каждое растение на земле или не на земле, потому что будет 5 пустых слотов у каждого игрока, то есть можно покупать 5 деревьев тоже. На земле можно от 20 и выше, смотря какое у вас редкости дерево. Каждые 24 часа есть шанс дропа семечка с каждого дерева, то есть 1%, очень маленький, но есть всякие дополнительные плюшки, бафы, которые этот процент повышают. Там есть синергия света, синергия там горшка, там какой-то там поставить себе теплицу, и можно там вроде до 4-5% семечку разогнать. Помимо семечек, естественно, семечки это как дополнительный бонус, как джекпот, можно сказать. Каждое дерево производит, дает такую так называемую энергию света. То есть, кликая на любое дерево на маркетплейсе, например, мы видим там показатель LE в течение там с каких-то часов, да. Вот умножаем, делим. Вот количество часов — это такой цикл будет, да, в котором в течение этого цикла дерево должно быть полито, без ворон там, тогда оно будет давать 100% продуктивность. Если вы там добавите какие-то бонусы, бафы, продуктивность повысится. Есть еще сезоны погоды, да, которые тоже будут влиять на вашу землю, на ваши всякие... Так, давай все равно посмотрим тоже, как это будет визуально. Да. Так, вот они, получается. Давай, рассказывай. Да, есть 4 сезона, ну, как мы все знаем, там весна, лето, осень, зима. Весной там могут быть потопы, всякие, солнце светить хорошо, облачно, летом жарко, вспышки на солнце, всякие комары, лунный свет. Потопы, короче, куча всего, короче, будет, да, вот тут и нашествие крыс. Да. Короче, в этот момент будут происходить какие-то бонусы. Вот земли, где паразиты, именно будут получать бонусы 100% эффективности, какие-то там вспышки и так далее, будет где-то минуса у вас, где-то плюсы. То есть, ну, какая-то земля в какой-то погодный климат будет иксовать, а какая-то будет минусовать. Интересное решение, потому что это позволяет прорабатывать какие-то стратегии и так далее. Это прикольно. То есть не так все топорно. И вносит какую-то долю рандома, против которой может защититься какой-то синергия. То есть там огненная земля, она устойчива к каким-то непогодам, если на ней стоит там какие-то растения еще. То есть надо сочетать, изучать медиум. Информации достаточно много. Что хотелось еще рассказать, как будет выглядеть free-to-play. Вы 5 ПВУ заходите в игру, на них покупаете вот эту, меняете их на валюту энергию света, и на эту энергию света, это уже внутриигровая валюта, как мы понимаем, вы можете закупить вот там лейку, пугало, там, не знаю, там горшок, ну, в основном лейку и пугало это для free-to-playщиков. И выходим по соседним землям, кликаем, прожимаем, и шанс залутать эльешки в ответ 10% остается владельцу земли, на чьей это все происходило. Что-то еще. Вот эти всякие вот эти бафы, там, полить, потом там эти лейки и так далее. Но это вот, не знаю, это как, наверное, в старых играх, где зайди на чужой участок, там что-то прокликай, получи какой-то бонус. То есть это, конечно, все интересно, нам
доля фарма это все, конечно, интересный аспект, но, конечно, как это все будет работать и в плане того, что главное разработчики, да, не затягивали, потому что у них недавно были, они делали скидку на землю X10 и все это, ну именно распродажа такая была, но на самом деле все это провалилось в том плане, что не получилось у них как-то сделать это все грамотно, но любые опыты полезные, главное, чтобы в следующий раз было все корректно и круто. К слову про фарм, то есть как фарм стартанет потом, друзья, они тут очень нехилые призы делают для тех, кто больше всего нафармит этих ЛЕшек за определенное количество времени. То есть за первое место 6000 ПУ по нынешнему курсу это очень-очень жестко. Но это как дополнительно тоже какая-то мотивация продумать какую-то стратегию, разработать, закупить и так далее. Ну, может, где-то Да, еще рандом сыграет. Небольшое уточнение, то есть это будет конкурс только среди обычных самых плохих земель, да, анкомонок. То есть это, если у вас там супер мифическая рарная, и вы думаете, ой, я сейчас там 40 растений поставлю, супер синергию, и всех обыграю, займу первое место. Нет, то есть только среди тех, у кого обычная земля. То, что тут надо продумать там какую-то стратегию, какую землю, каких растений туда воткнуть, и чтобы у вас хватило денег на это все. Да, как бы тут, видите, выбор огромный, все, если так посмотреть, да, тут надо разбираться очень так плотно, потому что там каждые какие-то растения в каком-то количестве дают определенные бонусы, и вот надо прощупать именно, во-первых, какие дают больше лешек, за какую продолжительность, то есть тут, видите, за 1470 за такое большое количество времени. Есть какие-то быстрые, дают меньше, то есть, ну вот это интересно, кто придумает какую-то реально рабочую тему, это уже будет реально жестко. Но это, конечно, нужно быть в бета-тесте, чтобы примерно понимать, потому что теория, а практика это, конечно, уже совсем штука другая. Не знаю, есть что добавить, Петруха? Да, в принципе, нет. Вырываемся, пробуем, кликаем. Мы, как всегда, знаем, во все блокчейн-игры, которые работают, надо обязательно залетать, потому что потом будем кусать локти. Зачем, почему, я не попробовал. Вроде не так дорого было, да, там 5 ПВУ, прокликаться. Точно так же мы входили и в CryptoBlaze, да, казалось там, ой, $50, что-то дорого. Ну, как бы, кто с нами залетел, тоже не пожалел. Поэтому То пишем комментарии. Оставляем, ставим ваши лайки, скидывайте нам ваши интересные проекты, которые находите, будем смотреть, разбирать. И пока. Друзья, всем пока-пока.